Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вновь с вами поговорить о желтении листа, потому что недавно я буквально столкнулась с такой проблемой. Для меня, ребят, да, это действительно проблема, потому что сейчас начался сезон продаж орхидей. Ну, у меня, по крайней мере. Сразу хочу сказать о том, что почтой на данный момент я отправлять не буду. Начну либо с середины марта, либо с конца марта. Те орхидеи, которые сейчас у меня покупают наши жители, и, так скажем, ну не то чтобы предъявляют претензии, но, насколько я понимаю, они на меня обижены. В плане того, что я им якобы продаю орхидеи какие-то плохие, гнилостные, у которых есть проблемы. И хочу вам сразу сказать и показать уже в дальнейшем орхидеи, которые не стоит прям брать и сразу моментально что-то резать. Как я всегда говорю, показаний к операции нет. Абсолютно ее нет. Нет же такого у людей, что, допустим, заболели там, не знаю чем, и сразу резко мы что-то, хирурги режут, вырезают, оперируют. Нет, ребят. Мы изначально за орхидеей смотрим, наблюдаем. По возможности, если необходимо, лечим, даем какие-то препараты. Но уж только в конце мы начинаем что-то тяпать. Как я говорю, вот зачем вы взяли и все обтяпали, все обрезали. И меня это не то, что вызывает, да это шок. Для меня, ребята, реально это шок. Я прекрасно вижу, какие орхидеи я вам даю. У меня их не 1000, и у меня не конвейер. Я прекрасно вижу каждую орхидею, я прекрасно знаю, есть ли у нее проблемы. Если у нее, допустим, ну действительно какие-то плохие гнилостные процессы, я, ребят, эти орхидеи всегда оставляю себе. Пусть лучше она у меня постоит, адаптируется, там новые корешочки нарастит. Уже потом, как уцененную, я ее смогу продать. И тоже, но с одной стороны, да, правильно, мне написал мой покупатель о том, что, Лена, мне нужно было об этом предупредить, что, допустим, вот это нормально, это нормально. Но она, в свою очередь, начала все это резать, все обрезать, оставила 3 листа и вот такой стволик. Да, мне нужно было предупредить и сказать, и показать, но как-то почему-то я не думала, что ситуация обернется именно вот в такую сторону, и человек начнет что-то там резать. Давайте еще раз поподробнее закрепим этот материал. И я вам еще раз наглядно покажу, что мы будем лечить, а что мы трогать не станем. Для примера я поставила несколько орхидей. Поставила их две сторонки. Эти орхидеи нам нужно будет полечить, а эти орхидеи я трогать не стану. Эту орхидейку мне отдали. Ну, по причине того, что хотели уже выкинуть ее в мусорку. Я ее забрала, сейчас останавливаюсь. Здесь можете про нее посмотреть. Видите, лист у нее желтеет. Изначально этот листик начал желтеть вот отсюда, а сейчас уже полностью. Но я, ребят, его не убираю. Я ничего здесь не трогаю, я наблюдаю за этим местом. Я, конечно, вижу и понимаю, что когда начинает желтеть от основания, это не есть хорошо, это может являться проблемой. Но на данный момент я вот так отодвигаю немножко у орхидеи листик и смотрю, что там под шеей. Но пока я ничего не наблюдаю. Если бы здесь было какое-то пятно, даже вот мокрое пятно, черное, серое, они бывают различные, сухие могут быть. Но нет ничего, абсолютно. И я вообще думаю, что же происходит с орхидеей. Возможно, такая ситуация, что у нее, но пока еще не проявляется, да, может быть, там какое-то пятно есть, но не вижу. А на данный момент, почему это может желтеть, возможно, та часть корневой системы, которая питала этот лист, она погибла. А вот эти корни, которые есть, которые в грунте находятся, они отвечают вот за этот ярус листьев. И поэтому эти листья хорошие. А этот листик, он остался без питания, и поэтому он отмирает. Орхидейка берет отсюда все необходимое. Все. У меня претензий к ней нету. Я ее из грунта ни в коем случае не достаю и ничего отсюда не дергаю. Я просто подхожу лишний раз вот тут вот
Смотрю, отодвигаю и ничего не наблюдаю. Значит, это нормальный и естественный процесс для этой орхидеи. Вот такую еще нашла одну орхидею, которую тоже я оставила себе по причине того, что была она просто сейчас морщинистая. И листик, видите, он начал желтеть. Но с одной стороны, это листик детородный, ее первородный. Можно даже вот на данный момент его отсюда убрать. Ну ладно, трогать его не буду, пусть она отсюда забирает питание. Также, что я делаю? Я ничего здесь не режу, не трогаю. Я просто наблюдаю. Также видно, что из-под этого листа виднеются корни. То есть такой момент, что начинают пробивать корни листья, и тогда эти листья начинают желтеть. Но никаких пятен, ребят, здесь абсолютно нет. Нет показаний к операции. Все чисто, все нормально, все здоровое. Вот такая орхидеечка, миничка. Если бы, допустим, ну, покупатель забрал ее домой, да, и увидел, что, ой, листик, ой, что-то отсох, что-то здесь ненормально. Что ж, давайте разбираться, что здесь ненормально. В первую очередь, ну, этот лист, он такой и пришел, видимо, там садовник когда-то его убрал. Даже вот так все снимаю, смотрю. Есть, как будто бы с одной стороны чернота она есть. Здесь также листик его отодвигаю, отдираю. Вот этот лист, конечно, сухой, его можно убрать. Он никакую здесь функцию уже не несет. И давайте смотреть. Вот видите корешочек, который хотел прорастать. Ну, давайте тоже ради вашего спокойствия я его сниму. Возможно, что здесь под листом, если сейчас я срежу и будет нормальная здоровая зеленая ткань, повода для беспокойства нет. Ну а если здесь какое-то черное пятно появляется, конечно же, мы его уже срезаем и лечим. Также вы можете дома это провести для своего спокойствия. Вот буквально немножко я срезала и вижу, что этот корень в итоге, что с ним было? Он хотел прорасти сквозь листик и закуклился. И вот так вот почернел. Есть такое, что на шеях прорастают черные пятна, но ни в коем случае не гнили. Как же отличить именно пятно от гнили? Когда проявляется гниль, если бы вот это была чернота реальной гнилью, то листья, вот этот лист, он бы начал желтеть. А от черных пятен листья не желтеют. Они просто-напросто вот такими остаются. И, конечно, сейчас я здесь сделала открытую рану. Мне ее нужно будет необходимо прикрыть. Можно взять фундазол. Я сейчас возьму, Максим, и немножко вот так сюда капну его. Прикрываю. Не дай бог сюда что-то проникнет. Ну и все. Повода, ребят, видите, нету для беспокойства здесь. Нормально. Все спокойно. И давайте посмотрим на ее сестру, ну так скажем, одинаковый сорт, две орхидейки. И вот, что я смотрю у этой орхидеи вижу. Один листик желтеет, но он желтеет правильно, он желтеет с конца к основанию. С другой стороны, это детородный листочки, вот он тоже лист, я его убираю. Этот листик его также можно удалить, но пусть пока будет здесь. Но видите, у него начинает желтеть шея. С другой стороны, давайте глянем. Ну, тоже видно, что цвет какой-то ненормальный. Да, это ненормальный цвет, это нездоровый цвет. И что мы можем здесь наблюдать? Видите, вот это вот пятнышко. Вот это пятнышко, это гниль. Конечно же, такие пятна необходимо лечить. И провоцируют. Лист желтеет. Проблема есть. И только лишь сейчас мы начинаем это резать и вычищать. Так, давайте вот эта вот чернота, кстати, тоже вот видите, черновинка, но она спокойна, это просто черное пятно. Возле него желтизны нет, а есть вот здесь вот. Вот оно пятно, и от него идет проблема, а не сверху. Так, ну и начинаем немножко убирать, срезать. Скальпель, ребят, должен быть у вас. Вот на такие случаи. В наличии у меня есть, обращайтесь. Немножко подсрезала и отодвигаю, смотрю, что же там. И с другой стороны тоже вижу, что желтеет.
именно вот здесь вот листик. И также немножко постараюсь, конечно, лист сохранить. Конечно, чем больше листьев у орхидеи, тем лучше. Я сейчас освобождаю ствол и смотрю, что мне нужно еще зачистить. Вот это вот место, вот основание, я также его немножко подсрежу, потому что оно вызывает у меня сомнения. Вот корень тяпнуло. Потому что я вообще всю операцию провожу через камеру. Я не смотрю на орхидейку, а смотрю именно в камеру. Так, вижу, да, вижу, здесь еще проблема присутствует. Я сейчас, ребят, удалю цветонос, подрезала стаканчик, мешает работать, потому что тоже цветонос не мешает. Я не могу нормально подобраться именно к стволу. И вот так вот по миллиметру все. Вот даже буквально одного среза хватило, чтобы понять, что под шеей все хорошо. Кто-то может сказать о том, что вот это вот фузариозное кольцо. Но видите, в окрасе присутствует красный цвет. И такие кольца, они свойственны таким орхидейкам. Фузариоз, он, конечно, проявляется, может быть, с одной стороны, и фузариозное пятно, есть фузариозная гниль. Здесь уже может сказать нам только лаборатория, что действительно с орхидейкой происходит. Я сейчас вычищаю вот эту гниль, которая здесь развивается. Ну и, насколько мы понимаем, это новые жители в моей коллекции. Вот так, орхидея, я зачистила ствол. Все, ребят, теперь у меня чисто, я буду это прикрывать. И знаете, еще, сталкиваюсь, да, до сих пор с тем, что мне задают вопросы относительно, вот плохо видно, ствола. Не знаю, что уж там роют, и что уж там откапывают, и стараются к чему-то придраться и что-то найти. И смотрят, вот копают, ствол черный. Ой, опять же продали гнилую, плохую орхидею. Ребят, учитывайте тот момент, что они растут в мху. Если вы покупаете такие орхидеи, будьте готовы к тому, что черный ствол, он будет у орхидей. Это потому, что плотно мох прилегает к самой шее, к самому стволу. Но это не мешает нисколько орхидейкам, и болезнь никакая там не развивается. Стволы они чернеют просто-напросто от мха. И вот на своем, вот прямо сейчас на личном примере я вам показываю, что вот даже если я сейчас вот здесь начну резать ниже, здесь будет нормальная здоровая ткань. Ствол, да, он будет черный, но ткань будет нормально здоровая. Лишний раз тоже я туда лезть и не буду. Мне нужно максимально все сохранять. Ну и вам нужно также необходимо показывать. Эти места можно прикрывать именно максимом, либо фундазолом. И когда вот вы видите, действительно пятна присутствуют, тогда, ребят, берите либо фундазол, либо максим. На данный момент вот с такими пятнами какие-то биологические препараты, но будут не актуальны. Биологические препараты, они используются маленько в другом направлении, как для профилактики. А здесь мы видим, что действительно пятно оно было, и его необходимо прикрывать именно тяжелой артиллерией. Даже вот этот листик я смазываю, потому что это живая ткань, живой срез. Все. Теперь до полной просушки я орхидейку оставляю, ну и уже адаптирую ее к своим условиям. Потому что, может быть, конечно, и в будущем продам ее, но уже как уцененную, с новыми корнями, с новыми листьями. Идем далее. Вот такая вот красивая орхидея цветущая. И если бы вы ее купили и принеся домой, вы бы тоже так же, наверное, были в каком-то ужасе, в какой-то панике, в шоке. Это я сейчас здесь отодвинула. Вот видите, чешуйка. Был, видимо, лист. И он отжелтел, упал. А чешуйку я отодвинула. И смотрите, какую наблюдаю картину. Чернота. Ай, ой, что делать? Скорее лечим, скорее скальпель достаем, фундазол, все, проблема. Ну, ребят, проблемы здесь нету. Я говорю всегда о том, что если бы этот лист начал желтеть, все, тогда бы мы резали. Ну да, есть. Ну да, пятнышко. И это тоже черное пятно. Если также начну сейчас убирать, это видите корешочек, который хотел проклюнуться,
но закуклился под листом. Видимо, не смог, и сил не хватило, и вот так почернел. Есть такие черные пятна, есть. И лечить их ни в коем случае не нужно. Если начинает лист вот именно вот возле этой черноты появляется желтизна, только потом. А на данный момент выдыхаем и просто-напросто ухаживаем за орхидейкой, поливаем, адаптируем к своим домашним условиям. Вот также моя орхидейка, я вам ее уже показывала недавно. И видите, до сих пор еще ничего, ребят, не делаю. Не лечу, не стригу, не режу, не оперирую. С одной стороны лист нормальный, с одной стороны лист желтый. Но давайте посмотрим, где желтизна. Смотрю, наблюдаю. Угу. Ничего не вижу. Но давайте тоже для вашего спокойствия и для моего, во-первых, спокойствия, потому что это моя орхидея, можно вот так сделать, листик его раздвоить и посмотреть, что же там. Конечно, возможно, причина, вот даже его сейчас сниму, будем разбираться. Так, желтизна у нас получается по этому листу оно и идет. Вот здесь ничего нет. Листик я сняла. Единственное, вот это вот местечко, ну, есть, да есть. И даже возле него ничего желтого абсолютно нету. Также вот заглядывая туда в шею, абсолютно ничего нету. И вот это место сейчас, видите, я же листик удалила. Ну, вот это давайте тоже до конца его удалим. Видно, вот, корешочек даже прорастает. Вот эти места, где сейчас я сняла лист, там остались у нас чешуйка. Ну, не то, что чешуйка, а место вот от листа вот это. Здесь, конечно же, необходимо прикрыть. Это свежая рана, ни в коем случае так просто не оставляем. Сейчас я могу взять природный биологический фунгицид, который содержит субтилиоз бациллиоз. Он есть жидкий, но я здесь буду использовать именно порошок. Поставила его в пакет, потому что, ой, запах такой от него идет, это вообще ужас какой-то. Зато он невкусный. И, ребят, мне приходится обязательно, пинцет я обработала после каждой орхидейки, мне приходится показывать, вот вам все доносить. Вот я бы этот лист бы вот вообще бы даже ни разу снимать не стала, но мне же нужно вам показать и убедить вас в том, что не каждую орхидею нужно спасать. Я всегда говорю, лучше спасать именно вас от орхидей, а не орхидеи вообще лечить в целом. И вот так вот просто присыпала сюда его. Можно развести в виде кашицы. И также с этой стороны просто его прикладываю. И вот этот вот корешочек, который сейчас убрала, надо было вам сначала показать. Там вы заметили, перелистните назад и посмотрите, что изначально этот корень, он был черненький, а потом далее начинает прорастать здоровый. Все, ребят, ничего не оперируем, не режем. Далее, вот такой биглип, ну, по неосторожности я ему тут губу оторвала, оставила себе, потому что я его хочу, этот сорт. Смотрите, я его обработала абероном, я его также полила именно с раствором привикура, потому что все равно здесь местами корешочки подпорчены есть. И насчет вот этих корней, не бывает ничего идеального. Не бывает. Все равно какая-то часть корней подпорченных. Но она, ребят, может быть. Они даже, эти корни, могут портиться именно от старости. Вот. 2 корня только лишь из всего того, что есть, вот здесь подпорчены. Ну ладно. Меня-то что интересует и что я вам хочу показать. Видите? Желтеет от основания. Так, что же мы будем делать? И есть ли у нас причина для беспокойства? На первый раз вы вот так листик просто отодвигаете и смотрите, заглядываете, есть ли что-то там. Я на данный момент ничего не вижу, я вижу, что просто вот этот вот корешочек, который был, он испорченный, ладно. И, видимо, вот это тоже черное пятнышко. Может быть, и с одной стороны, когда я обрабатывала, аберон запрыскивала, здесь вода осталась. Может быть, да, такое, что провоцируется гниль. Давайте. Для своего спокойствия и для моего спокойствия, что я могу сделать, это просто удалить лист. Все равно, ребят, со временем он, конечно же, у нее отжелтит до конца. И сейчас, чтобы
мне спать спокойно, я его просто отрываю. Листик также здесь еще остается, тоже вот сейчас снимаю. Пинцет, ребят, у меня есть в наличии, видите, вот как необходимо, какие это процессы, и он тоже нужен. Все до конца, вот прям снимаю эту оставшуюся ткань от листа. С одной стороны, конечно, хорошо, что я такую тему затронула. Думаю, что вы со мной согласитесь. Масса вопросов. И вы массу совершаете ошибок. Как бы я ни старалась на своем канале, вы мои покупатели, почему вы так себя ведете, вы же меня смотрите. С этой стороны я вижу, что все спокойно, хорошо. Вот здесь же у нас, да, была желтизна. Вот давайте тоже здесь еще раз заглянем. Вот этот листик можно также немного его надорвать. Так, и посмотреть, что же здесь. Также вижу, что вот здесь от основания, вот этот листик, он желтеет. Видите? Эта часть. От него избавляюсь, чтобы также мне спать спокойно. Ну и, собственно, вижу картину, какая здесь есть. Посмотрите. Вот корень, который был. И вокруг него, вот это вот тот лист, который мы сняли, вот этот лист, он вот так вот выглядит. Сейчас я наблюдаю. Давайте тоже вот этот вот все-таки лист его сниму, потому что мне сейчас нужно будет зачищать ствол. Видите, чернота она есть. А почему зачищать? А потому что желтел лист от основания. Ну ладно, может мне его и не придется сильно убирать. Я вот так сейчас немножко подрежу. Вот она, чернота. Вот такие мы срезаем. Вот такую черноту мы убираем. А все лишь потому, что орхидея нам показала, что у меня проблема. У меня желтеет вот так вот лист. Я думаю, что вам это уже все понятно и наглядно я вам уже все показала. И вот этот вот проросший корень, который также не мог проклюнуться, но я-то думаю, да, что именно вот этот момент спровоцировала. Видите, глубоко как гниль пошла. Что я ее опрыскивала абероном и воду с него не убирала. Она достаточно быстро просохла, но видите, у каждой орхидеи свой иммунитет. Какая-то орхидея буквально быстро, нормально справляется, ничего не желтит. А какая-то орхидея начинает именно себя вести вот так, и вся вот эта грибковость, она начинает проявляться. И прошу вас заметить, что я орхидею из грунта не достаю. Я ее ни в коем случае никуда не пересаживаю. И без того у нее сейчас на данный момент стресс, потому что она подзаболела, шейка у нее подзахворала. И еще я ее начну пересаживать. Мы тогда увезем ее совсем в реанимационное состояние. Далее ниже, вот здесь вот подсрезала, убрала, ничего зачищать не буду. Видите, здесь нормальная зеленая здоровая ткань. Все, не трогаю, не режу. Все хорошенько и до конца зачистив, оставив вот такой вот идеально целый ствол, я, конечно же, буду прикрывать. Можно брать Максим. Я возьму, наверное, на данный случай, потому что он потяжелее. Именно фундазол в наличии есть, обращайтесь, потому что, ребят, ситуации бывают абсолютно разные. Если вы решили заниматься плотно орхидеями, аптечка, она у вас обязана и должна быть. С фундазолом обязательно работаю в перчатках. Кто-то до сих пор вот прям не может к нему так спокойно относиться и говоря о том, что это ужасно страшный препарат, но соблюдая меры предосторожности, никакого вреда он не наносит. И просто-напросто вот так примакивая все хорошенько, я прикрываю. Ни в коем случае среза никогда не оставляйте так, как есть. Что срезали, то обработали. Либо биологические препараты, ну я вам сказала, когда необходимо, либо уже более тяжелую артиллерию. Сейчас фундазол будет работать, действовать, все хорошо прикроется, и орхидея далее пойдет уже в рост. И вот так все хорошенечко примазав, прикрыв, ставлю на адаптационное окно. И полив обязательно осуществляю именно с фунгицидами, потому что, ну и орхидея, она в первую очередь пришла с небольшими плохими корнями. Это мы обязательно предотвратим с помощью прививора. И вот здесь вот проблемка, она есть.
Вот этот лист, возможно, она будет желтеть, а возможно, она его оставит. Ну, потому что я же его срезала. И для орхидеи это тоже стресс. Но если она начнет желтеть его от основания, и, допустим, с другой какой-то стороны уже нужно будет его снимать, может, что-то где-то не дочищено, и там уже смотреть по ситуации. И в заключение данная орхидея красивая, ароматная. И опять, видимо, достается мне в наследство, потому что я понимаю, что это ненормальный процесс, и здесь какая-то проблема у орхидейки есть. Изначально нужно было видео записать. Начал лист именно желтеть от основания. Я понимаю, да, что здесь будет проблема. И давайте сразу же приступим к операции. Уже, да, действительно здесь будет операция. Видите, у корня есть чернота. И вот отсюда вот именно эта желтизна и пошла. Желтела уже дня 3-4, наверное, назад. Все, руки не добирались. Так вот, снимаю. Вот этот лист тоже, ребята, я сниму, потому что там чешуйка, которая остается, она мне мешает. Я не вижу полный обзор и не понимаю, что там находится. Лучше будет его удалить. Вот этот нижний тоже можно удалить. Это первородный такой листочек. Все, сейчас мне шея открылась полностью. И, конечно, я уже отсюда все убираю. Чешуечки вот эти все удаляю. Так, и вердикт мой таковой, почему именно орхидея желтела. Видите, сам ствол-то он чистый, нормальный. Желтизна-то она шла именно от основания. Скорее всего, что именно вот эти вот корешочки, они у нее подгнивали. И если вот здесь вот заглянуть под левую сторону, вот с одной стороны нормально, в принципе, ничего здесь такого нету, но именно давайте вот поближе вот этот вот корешочек, этот его уже можно убрать, он здесь, вот этот вот корень мне не нравится. Сейчас я его отстригну, удалю. И давайте смотреть вот так вот. Вот она, проблема. Мы ее видим. И просто также все срезаю. Вот эта часть корня. И если вы заметили, вот видите, у корешочка вот здесь вот немножко присутствует тоже коричнева. Сейчас срежем и все увидим. Но немножко вот даже вот это вот пятнышко, его зачистить нужно. Если бы лист у орхидеи не желтел от основания, я бы даже трогать ее не стала. Но значит проблемка какая-то существует, и эта зараза, она здесь подсела, о чем мне сказал лист. Я лучше сейчас это все зачищу и буду спать спокойно. И здесь я уже буду все обрабатывать Максимом, ну, либо сделать можно кашицу с фундазолом. Максимом мне сейчас будет проще проработать. И обмазываю все везде, где я соприкасалась именно со скальпелем. И вот так все зачистив, замазав, конечно, теперь все это пусть просыхает, ставлю на адаптационное окно. Ребят, когда вы приобретаете эти орхидеи, обязательно опоры убирайте вот эти, они железные. И они имеют свойство окислять грунт. Меняйте на какое-то дерево. Корешочки вот эти, которые росли, имели черноту, и лист начал желтеть. Только тогда я предпринимаю такие действия к орхидеям, что-то срезаю, начинаю чистить. Давайте посмотрим, ну тоже, на ее сестру. Вот эта орхидея, ну, как мы видим, в нормальном, идеальном состоянии. Буквально стволик, конечно, видно, что немного светлее, нежели сам лист. Но, ребят, вот если вы знаете сорт Джулия, у нее так и есть, это их особенность. Это тоже может такой сорт с такой особенностью, когда ствол намного светлее, нежели сами листья. Это не болезнь. И орхидея прорастает с деточкой. Все, у нее все хорошо, все нормально, даже если вот этот корень от основания, которые подпорчены, но нет ни одного желтого листа. Конечно, я сюда уже не лезу. Также вот можно заметить, что чешуечки есть, которые листья раньше были, ну, может, сама, может, удалили, не знаю, ну,
Вообще паники я не создаю и ничего я не делаю. Просто за орхидеей этой ухаживаю. Ну, либо кто ее приобретает, за ней ухаживает. Вполне нормально, здорово. Также хорошая, отличная корневая. Ничего не режем. Ребят, в миллионный раз на своем канале и на примере своих орхидей я вам показала наглядно, какие необходимо лечить и удалять и убирать пятна, а какие лучше не трогать. Вот эту орхидею я бы не стала трогать вообще. И даже лист бы я не стала у нее снимать. Но для того, чтобы вам показать, что именно желтение этого листа не является какой-то проблемой, лучше всего не трогать. И, видимо, тоже насмотревшись мой канал и идя ко мне за орхидеями, у вас, ну, может быть, с одной стороны, и неправильно, что я очень много говорю именно про лечение, про какие-то гнилостные процессы, потому что это потом идет против меня. Все это насмотревшись, ни в чем не разобравшись, у меня ни разу ни о чем не спросив, вы начинаете что-то, какие-то свои действия предпринимать, при этом еще на меня обижаться и говорить, что я продаю плохие гнилостные орхидеи. Ну, спросите вы. Ну, отправьте вы фотографии. Я всегда говорю о том, что своим покупателям я буду обязательно помогать, потому что в какой-то мере я несу за них ответственность. И понимаю тот момент, что кто-то новичок. Да даже если не новичок, вы можете со мной просто проконсультироваться, и вместе с вами мы решим эту проблему. Либо действительно у орхидеи есть какая-то проблема и нужно ее оперировать и лечить и что-то срезать. А может быть и ничего не нужно трогать. Они различные, эти пятна есть. И желтение на орхидеях, на листах абсолютно разное. Так что лишний раз вот вы не старайтесь над ними злопыхать, над ними трястись и что-то там, над ними какие-то манипуляции проводить. Вы очень много, как я понимаю, придираетесь. Понятно, что вы платите за орхидеи деньги. Вы хотите получить идеально здоровое растение, но их не бывает. И не говоря о том, что там этот поставщик, либо тот поставщик. Сколько вот я не занимаюсь орхидеями, сколько я их не продаю, ни у одного поставщика я не видела идеально здоровых орхидей. Допустим, из партии какая-то часть орхидей все равно она либо выдает корневую гниль, либо гниль на шее, либо просто отцветает, орхидея стрессует. Это, ребят, лишь только потому, что либо слабый иммунитет у растения, либо действительно стресс. Так что примите это как должное. Идеально здоровая орхидея это только, наверное, выращена в домашних условиях. Вот полученная детка, выращенная, и то, знаете, могут быть проблемы. Даже вот имея домашнюю свою коллекцию, все равно хорошо, все идеально, все нормально, и начинает что-то желтеть. Но мы же не бежим, глаза не пучим, и сразу не берем инструменты, не начинаем и орхидею лечить. Разберитесь. Поймите, если желтение листа от основания, я всегда говорю, что это проблема. Но не всегда это нужно резать. Вам нужно какое-то время наблюдать. Если вот желтение листа и чернота на стволе, либо серая, либо мокрая, конечно, мы сразу это удаляем. Мы за этим не наблюдаем, не смотрим, как эта чернота начинает еще больше расползаться. Но если это чернота на шее, и спокойный цвет листа, нормальный зеленый, что тут резать? Я вообще, я понимаю, что люди, ну, они орхидеи любят, но и в какой-то мере они очень сильно над ними трясутся. И нет, чтобы лишний вопрос задать мне, вы начинаете самодеятельность какую-то. Может быть, кому-то неудобно, может быть, кому-то как-то, ну, не хотят, да, лишний раз меня тревожить и беспокоить, но вы мои покупатели. Я не говорю о том, что все массово должны тут кидаться и своими вопросами меня закидывать. Я в основе стараюсь помогать именно тем людям, которые у меня покупают орхидеи. Ну и также тем стараюсь тоже по мере возможности помочь, у кого есть вообще проблемы с интернета, видя меня и мой канал, начинают меня спрашивать. Все, ребят, я думаю, что я вам все сказала. Я вам все наглядно показала. Вы эти вопросы и моменты учтете, вы наберете спокойствия, выдохните и не будете к орхидеям лишний раз лезть и что-то там искать, и что-то там лечить, и к чему-то там придираться. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.